Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Таро прогноз, гороскоп, неделя с 10 по 16 июля. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем ли реалистами, конечно, любой прогноз не может рассказать о личной истории каждого из нас. Но вы люди очень интуитивные, я надеюсь, какой-то либо пазл, либо ребус, или что у вас там на повестке дня, карты как подсказку вам дадут. Первую карту мы достанем. Оценка ситуации или что важно знать на неделю. Так, планетарно ожидается достаточно спокойная неделя. Где-то по нашему плану должно все идти. Но давайте узнаем. У каждого планы разные. Итак, что важно знать? Чего не избежать? Или неожиданности? Чему сейчас не время или что нам может помешать? А что нам будет помогать? И мы достанем 3 карты, энергетику посмотрим по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес. Как по финансам эта неделя сложится? И что нас ждет в личной жизни? Итак, что важно знать? Поездка. Поездка или переезд какой-то, или еще информация, связанная с перемещением. Может быть, к вам кто-то торопится, спешит, или вы начнете что-то планировать. Но есть по этой карте скорость еще значение, когда внезапно к нам какая-то информация словно может ворваться. И есть такой момент, когда в принципе какая-то информация может быть неожиданная. Может быть, на какой-то момент она нас так вот немножко, ну, словно обезоружит, и придется что-то перестроить в своих планах, потому что на что-то мы должны откликнуться, словно мы не должны оставить на потом, мы не должны упустить время буквально, поэтому вот эта скорость и проигрывается. У кого-то это могут быть вопросы, связанные с детьми, достаточно подросшими детьми, но в зависимости от того, что это будут, наверное, и наши действия. Давайте мы узнаем, чего не избежать. У кого-то не избежать контактов, это у нас король мечей, контактов с высокими чиновниками, с представителями власти. Может быть, закона тоже может быть, вполне вероятно. Иногда проходят и узкие специалисты. И здесь, начиная буквально от, мы, может быть, дома делаем какой-то ремонт, или нам потребуются какие-то работы, и нужен будет именно специалист в каком-то определенном деле. Это могут быть и врачи проигрываться, или нам нужно узнать, например, как правильно оформить документ или какое-то дело. Мы можем обращаться к юристам, адвокатам, это тоже проходит все по этой карте. Может быть и человек, который рожден под знаком зодиака стихии воздуха, близнецы, весы, водолей, почему нет? Или человек имеет асцендент. Или это наша энергетика, когда вот мы так более собрано, скрупулезно, конкретной в течение недели, потому что есть какое-то дело, которое мы хотим совершить, и нам сейчас попросту не до эмоций и не до шуток. Сама по себе карта, она где-то расчета холодного и логики, рационализма. Ну, правда, может быть, так сложатся дела или события приходят, что нам не остается ничего другого, как уметь видеть по факту и держать руку на пульсе. Вот это все где-то про короля мечей. А чему сейчас не время? С другой стороны, мы не отгораживаемся от мира. Девятка жезлов – это вообще в герметической колоде Таро ангел великой мощи. То есть мы достаточно ресурсны. Но эту нашу силу мы не должны приложить, ну, буквально куда попало, растратить эти силы в ненужном направлении. Нам как будто нужно быть особо внимательным, чтобы, первое, не быть втянутым в какие-то дела, которые лично для нас не имеют ни перспективы, ни, ну, какого-то смысла. С другой стороны, мы не должны быть втянуты в какие-то и распри, кстати. А если что-то нам как будто либо угрожает буквально, либо мешает, может быть, или для нас может проиграться в какой-то минус, но здесь как раз какие-то действия мы можем предпринять.
Но до того момента, пока мы не определились, что это там для нас, плюс, в минус или какая-то нейтральная позиция, потому что вот все же больше нейтральная по девятке жезлов как раз и проигрывается, чтобы не встрять где-то в какое-то дело, не повторить какую-то ошибку или не найти вот те самые грабли еще раз. То есть вот поэтому нужно быть дважды внимательным, ну и, наверное, логика, рационализм нам помогает. Ну и что нам еще помогает? А вы знаете, тут как будто его величество случай. Хотя в этой колоде здесь 50 на 50. Карта проигрывается не случайно. У нас мудрец как будто проползает. Это колесо фортуны. А фортуна у нас слепая. Куда она крутанет это колесо? Непонятно. Так и мы словно не будем знать, пока в чем-то не проучаствуем. Поэтому, наверное, если приходит какая-то новость, и она предполагает, что мы должны или поехать куда-то, или, правда, какое-то наше участие в конкретном деле, лучше отправляться, нежели упустить какую-то возможность. Там, по ходу, мы уже как будто разберемся, потому что рационализма на неделе у нас достаточно, и умение видеть по факту у нас тоже сил, возможностей, всего в избытке, и физических-то сил, хорошая физическая форма. Но, видимо, и не упустить что-то, и не просчитаться будет важным. Но разберемся мы тогда, когда мы уже к чему-то приступили. А вот так, как будто если мы сидим и, ну, так можем прикидывать, да, да, нет, ну, тут мы не узнаем. Именно наше участие непосредственное в каком-то деле для нас открывает, ну, как конкретную картину по факту. И мы можем уже какие-то делать дальнейшие выводы, выбор, может быть, какой-то, вполне вероятно. Но все же я больше склонна думать, поскольку у вас выпадает в позиции, что мне помогает. И я думаю, что Его Величество случай тут, скорее всего, помогает. И в значении, что мы на что-то вовремя откликнулись, что-то не прошляпили, что-то, может быть, вовремя заметили. Это будет для вас как и в помощь, так, наверное, это будет в течение недели важно. Вообще работа с информацией, с любой. Тут ведь может, знаете, прийти как, ну, какая-то вот информация или новость, которая для нас на первый взгляд может показаться несущественной. А в последующем как раз это будет Его Величество случай, который мы, чтобы не прошляпили. Вот буквально так. Дела, работа, бизнес. Еще одна карта скорости. Значит, правда, откликаться на что-то нужно. И если нужно куда-то поехать, значит, буквально нужно ехать. По крайней мере, я так вижу. Восьмерка жезлов, это опять же нам про информацию и про наше включение в какой-то вопрос, когда, может быть, быстро придется на что-то переключить. Не отложить на потом. А если на потом мы откладываем, как будто и возможность упускаем. Вот. И это дела, работа, бизнес. Значит, мы можем что-то распланировать, мои дорогие представители знака зодиака Рак. А пойдет тут каким-то своим чередом. Давайте посмотрим, что у нас по финансам. 6 выпадает. Вот даже если темновато в начале, то как будто успех в каком-то деле, который сопряжен, может быть, с финансами, нам обеспечен. У кого-то, опять же, про поездку. Может быть, для того, чтобы решить финансовый вопрос, нам придется куда-то отправиться. Или какие-то для себя бонусы мы все равно заработаем. Правда, поездка конкретно выпадает, и нам как и скорость, как и перемещение, это может быть и к вам перемещение, но три, по сути дела, карты с учетом колеса фортуны, ну, я так вижу, что все-таки какая-то ваша дистанция предусматривается на неделе. И с учетом карты шестерки мечей, это карта заслуженного успеха в колоде Таро иллюминатов, это как раз нас ждет успех. Для кого-то успех ждет на другом берегу. Или есть возможность обустроить какое-то дело, решить вопрос, который тоже где-то на дистанции от вас. Для кого-то из вас это смена работы, может быть смена сферы деятельности на совершенно что-то противоположное, какое-то ваше решение. Это карта мужества, и она говорит еще о том, что если мы словно идем пока, знаете, вот в такой зыбко непонятной ситуации, правда, по колесу фортуны, то в последующем мы словно будем вознаграждены вот за наше мужество, умение, может быть, предвидеть, просчитать где-то, прочувствовать интуитивно правильное направление. И когда
Пусть это сразу не сулит какие-то золотые горы, но впоследствии это с большим плюсом будет какой-то проект. Поэтому упустить, ну, я так вижу, вы точно чего-то не должны. Будьте внимательны. У нас несколько карт выпадают, именно, видите, и присоединяются еще и финансы. Поэтому как и дела, работа, бизнес в гору, как и соглашения какие-то, как и согласования, может быть, по документам, чего не избежать, правда. Скорее всего, я могу судить, что с колесом фортуны король мечей может как раз говорить о том, что какие-то документы будут подписаны, может быть, важные для вас, от которых вы или после подписания вы можете словно оттолкнуться. Ну, возможности какие-то открываются перед вами. Личная жизнь, опять же, нет ни одной карты про любовь. И часто это вопросы у кого-то детей могут проиграться, это паж жезлов. Или, опять же, новый проект, какая-то новая тема, какой-то новый интерес. Или то, что вы, может быть, недавно к чему-то приступили, у кого-то новая должность. Или какие-то новые возможности. И вы будете поглощены, вот дела, работа, бизнес, деньги, видимо, в течение недели больше в сфере таких вопросов. Ну, наверное, если у нас выпадает колесо фортуны в позиции, что нам помогает, значит, мы можем распланировать одно, а уже пойдем по ситуации, как будет складываться событие на этой неделе. Но мы надеемся сами на себя, это нам помогает. Мы не рассчитываем, что нам кто-то придет на помощь, это нам тоже помогает. Мы, если будем вот так хладнокровны, как и проницательны, так и непроницаемы. Сумеем просчитать, ну, так немножко наперед. Если нужно где-то, может быть, и ретироваться назад или выйти из какой-то ситуации, значит, мы к этому тоже должны быть готовы. То есть какую-то возможность риска все-таки мы исключаем. На его величество счастливый случай нет, не надеемся. Он как раз и может нам помочь. Но, видимо, вот такое хладнокровие и рационализм нам помогает увидеть, что есть по факту. Нет даже эмоций у вас на этой неделе. Вот такие холодные, и я бы сказала, где-то жестковатые энергии. Может быть, не совсем вам это где-то импонирует, но тем не менее, тогда у вас больше возможностей. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, мои дорогие.